Ну шо, погнали нахуй. Всем привет, вы на канале Twin Time. Мы продолжаем проходить игру Nobody Wants to Die. Я надеюсь, она сохранилась правильно. Я просто уже не помню, потому что записывала я слишком давно. Как обычно, у меня там то все, БГ, стримы. Короче, never mind. Что ты говоришь, что произошло перед взрывом бара? Ну, очевидно, тут люди веселились. Наверное. Какая ужасная смерть. У него наверняка фобия разовьется, будет ссать в штаны при виде спички. У кого у него? И даже сигару... Они ж тут... Господи, я забыла, что они тут после этого еще живые. Нормально слышно? Надеюсь, что да. Вообще нормально слышно? Ну, вроде нормально, ладно. Так. Можно я не буду садиться на проводы? Да. Так. Что случилось? Что случилось? Ну, что тут было? Что это такое? Интересно, рука у бармена еще работает? На службе вроде пить не положено? Забыла. Официально меня тут нет. Я могу хотя бы посмотреть, что в баре заказали в последний раз. Слушай, а у меня есть вопрос по аудио. Все нормально? Рентген. Да я ж... Давай. Виски Сауэр, Old Fashion, больше 20 порций заказывали в салоне рядом с главной сценой. Она двигалась по всему бару, прежде чем оказалась здесь. Что это ты хочешь от меня? Конструируй. Что-то нашел? Ничего. Тогда почему она здесь остановилась, если я ничего не нашла? Опа. Ага, оп. И оно взяло и столкнуло челика. Интересно. Он еще и убежал куда-то. На приколе. Окей. Это отпечаток ладони? Группа крови. 3. Отрицательная. Чувак, похоже, захлебнулся в собственной крови. У него не было шансов. Проверь следы. О, кто это ползет? Это он откуда-то полз, точнее. И откуда ты полз? Похоже, он шел от салона, где сидели политики, когда тот взорвался. Спорим, он был с ними в сговоре. И кто это? Группа крови, первая положительная. Наверное, его задело осколками при взрыве. Это тело мне не знакомо. Напоминает кое-кого. Ну что это такое? Ну что же это сделало? Это типа я могу реконструировать. Господи, сколько всего. Пополз. Прилег маленько. Он дополз сюда и умер, когда взорвался бар. Пока больше ничего сказать не могу. Идем дальше. О. Ай, больно. Работает как часы. Узнаешь его? Джон Пак? Третий на фото с Грином?
Главный акционер Демера. Демера. Да, используй рентген, подожди. Все ребра сломаны, множество мелких травм. Он облит какой-то горючей дрянью. Мы нашли то же вещество на теле кого-то там, на что-то похоже. На первом, короче. Черт, бедняге пришлось помучиться. Да, но мы все мучаемся, особенно те, кто питается едой от Демера. Можешь найти эпицентр взрыва? Раз эта дрянь светится в ультрафиолете, думаю, да. Ну, давай найдем. Похоже, взрыв произошел в этом салоне. Так, что тут? Пора проверить дружков Пака. Что это бы, а? Что он сказал? Ничего, говорю, пора двигаться дальше. Мартин Рой, владелец стадиона освобождения Нью-Йорка. Блин, я думал, он порядочный человек. Ты его знал? Не, пересекались пару раз в прошлой жизни и все. Что это такое? Шарф? Где-то я уже видел этот узор. Помнишь на фотографии с дорожной камеры? Шарф, ну да. Точно, у Джейн Сальмы был похожий. Точно такой же. Но это же просто шарф, к тому же тут нет следов Сальмы. Пока не вижу. Странно. Не могу прочесть Ихарит. Поврежден? Не похоже, просто доступа нет. На руке код, проверишь? На дорогих телах обычно такого нет. Может, недавно купил, не успел удалить серийный номер. Странно, тело не зарегистрировано, но его купила Фаланга за 4 миллиона баксов. Дороговато для охранника. Сара, позволь тебе представить мистера Миллера. Думаешь, это сам владелец компании? Он еще и торговец оружием и контрабандист. В системе можешь не искать, там ничего нет. Этот гад работает на правительство. Окей. Нашел какие-то документы. Поверить не могу. Эти люди что, постоянно секретные документы на видных местах разбрасывают? Похоже, закон о снижении возраста бесплатной подписки — это только начало. Они хотят его сделать еще ниже? И добавить кучу налогов. У них долгоиграющие планы. Рой собрался отвлечь народ. Ты читала? Он хотел отвлечь их. Собрался устроить игры. Миллер, по-видимому, отвечал за охрану богачей. Кто-то явно обломал им планы. Какая жалость. Ну, не обломал, скорее оттручил. Ты же знаешь, рано или поздно они окажутся в новых телах, но хотя бы пройдет какое-то время. Ну да ладно.
Чем дольше их планы остаются планами, тем лучше для всех нас. Тот, кто их взорвал, был не так уж и не прав. Это точно. Что произошло перед взрывом бара? Прекрасно, идем дальше. Я вижу вот здесь еще что-то. А, это так мы тут уже были. Почему оно мигает? Там еще что-то есть, типа? Не знаю, оно мигает так, будто здесь еще что-то есть. А, ну, видать, есть. Совпадает с ладонью бармена. Хрень какая-то, если только... А, не, все равно хрень. Ни хрена непонятно. Почему-то они так тихо говорят, хотя они, ну, не то чтобы на тихой громкости. Ну, его проткнуло. Чё? Его насадило на... А, неважно. Ты шутник или чё? Ого. Оружице у нас тут. Анализируй, что там. Анализируй. Что это такое? Эти осколки не отсюда. Стекло, электрические компоненты. Наверное, Икар терял высоту. А потом врезался в неоновую вывеску. А реклама в этом городе просто убойная. Да, он реально шутник, я смотрю, окей. У него что-то на шее? Я не вижу, что это. Нилс Дин... Фиша. Один из наших, агент полиции. Как он сюда попал? Положи. Ай, дайте. Где? А еще раз. Давайте. Что я анализирую? Ладно, теперь уже не так завидую. Нестрельная рана. Просто под прикрытием. Maybe. Он пришел с той стороны, у него было сильное кровотечение. Следы будут видны под ультрафиолетом. Ась, а то я не знала. Кровавый след тянется до салона. Должно быть, он спрыгнул оттуда. Зайди туда. Опа, кто це? А чё, мне надо еще там что-то делать, да? О. В полете поймал пулю и жестко приземлился. А кто это и почему они... А, ну, ладно, окей. Ну и что? Так, и что? А, ага.
Крепкий парень, сохранял спокойствие. Да, штука оттуда. Почему не могу анализировать? Почему я не могу что-то здесь делать? Дайте мне тап. Я не знаю, дайте мне вот рентген какой-нибудь. Не надо рентген, я передумала. Так, ну вот я тут. Не вижу кнопок. О, господи. Это не его кровь. Соседа, наверное. Проверишь Динка? Динка. Данные недоступны. Должна быть большая шишка. Что это, название фирмы? Возможно. Или чьи-то инициалы. Скорее всего, инициалы, нет? Прямо в голову. Сломан. В замок дипломата попала пуля. Проверю баллистическую траекторики. Часть бара взорвалась под градом горящего свинца, превратив салон в швейцарский сыр. Так раньше говорили. В кино видел. А, да, я забыла, что ты у нас киноман. Давай реконструировать. Опа. Они сидели в салоне, о чем-то секретничали, пока их не прервал шквал пуль. Это же бармен, нет? Ну, со стороны, по крайней мере, бармена хаза. Им удалось сбежать, гибкое тело, быстрая реакция на 4, может даже на 5. Откуда у него на это деньги? Пуля превратила его мозг в кашу. На то, чтобы восстановить их, идут годы. Джеймс, можешь открыть дипломат? Так, я должна открыть. Так, замок работает. По крайней мере, мы знаем, где он взял деньги на такое навороченное тело. Какого хрена тут забыл наш агент? Во что он ляпался? Что это такое вообще? Я уже видел этого агента, когда расследовал дело Рэйчел. Нет, послушай, если его наняли для мокрого дельца с Рэйчел, он и в этом деле точно участвовал. Сейчас правда не время. Да, хорошо. Ладно, я затыкаюсь и сваливаю. Пожалуй, из швейцарского салона мы больше ничего не выжмем. Тебе никогда не хотелось? Нет, положи на место. Ладно, я просто спросил. А чё нельзя взять? Ну, да. Может, все-таки давай? Да возьми. Ладно, нельзя. Есть следы вокруг бара. .45 калибр. У Ковалева был Томпсон. Нет ничего лучше классики. Так, а ну-ка давай. Что такое? А, боже.
Ну да, бармен. Но зачем ему стрелять в своих же людей? Наверняка причина в Грине. First he took out Green, then he got to the rest of his gang. Turned against his own. Вернулся против своих. Started with Kovalev. Все началось с Ковалева. Сперва он подал коктейль собственного приготовления. Потом угостил других посетителей свинцом. И, наконец, получил пулю от нашего скоростносного Эдмунда. Что бы это ни значило. Ковалев в долгу не останется. И в итоге прикончил продажного агента. Это все так бессмысленно. Бессмысленно или нет, но в конце не он его добил. Крепко его приложила. Повезло нам, знаешь, как говорят, иди по кровавым следам. Никто так не говорит. Ну вот, он сказал. Так. Группа Блин, ну да что ж такое. Кровь Ковалева, да. На рукоятке ножа отпечатки пальцев Ковалева. Не знаю, с такими навороченными технологиями как-то так все странно работает немножечко. А у него не только напитки с ног сшибают. У него и хорит вырезан. Проверю кровь. Как это сейчас случилось? А, он его толкнул. Еще один охранник Миллера. Блин, где он находит этих парней? Спорим, он раньше служил. Такие рефлексы от тела не получишь. Нужны тренировки. Годы тренировок. А еще, скорее всего, ему пришлось орудовать ножом. Дальше я не услышала и не успела прочитать тоже. От удара Ковалев потерял равновесие. Он что-то выронил. Как ты это увидел? Как оружие, что он выронил? А, еще что-то. Это что? Это динамит. Думаешь, он сам себя подорвал? Не сомневаюсь. Сколько у него их было? Извиняюсь, откуда у него этот динамит выпадает сейчас? Я что-то, может, не понимаю. А ну, покажи. Он просто появился, он же ниоткуда не выпал. Что происходит? Ладно. И вот мы идем по кровавому следу опять. Ну, знаешь, как полагается. Я тоже. Веришь, нет, заколебалась немножечко, капельку, самую малость.
didn't like Эта this работа job. ему явно не нравилась. М. Ого. Почему он не подорвал себя раньше? Here. Вот, got в hit него again. опять попали. Kovalev got shot a few Ковалева times. попали несколько раз, но он продолжал идти. Бери сейф. Какая решимость? Почему он захотел взорвать тебя Blow здесь? himself up here. У тебя уже есть все данные. Открывай этот чертов сейф, пока все не рухнуло. Roger that. Так, точно, где сейф? Где сейф? Какой сейф? Где его открывать? Вопрос. Сейф. Это что такое? А, это сейф, да? Safe should work again. Сейф снова должен работать. Где? Дайте. Это настоящие виски? С ума сошел? Уходи. Я возьму. Я не знаю, вдруг это что-то важное, вдруг это не виски. Селена преподнесла нам подарок большой, и за это спасибо. Like the universe. It's a card. Это карта, на ней что-то есть. Something on it. But without any Но data. данных никаких. Времени нет, хватайте, что нужно, бегом. Бери. Что это, фотка? Ну так возьми это. В смысле времени нет? У тебя секунда, возьми. See this? Видишь, Грин писал Ковалеву. Вижу, ты правда хочешь, чтобы тебя с асфальта отскребали? Right. Точно, у меня на вечер план получше. Могли ли Грин и Ковалев быть заодно? И почему этот чертов бармен решил подорвать именно здесь? Какая у него была цель? What was he hoping to accomplish? Все, сваливай. Где сваливать? Здесь? Выход где? Господи, это что такое? Какого хрена? Сара, ты там? Это что такое? Кто бы мог подумать, что муха, жужжавшая над трупом Грина, застрянет на Икаре? Не можешь найти открытое окно? Чье это? Лучше спроси, что я могу для тебя сделать и с чем из этого помогу разобраться. Кружись вокруг самого вонючего трупа, который ты проглядел. Какой именно? Тут несколько, о каком речь. Рядом с Ковалевым, достаточно близко, чтобы убить его взрывом. Там был еще кто-то? Этот гад может специально тянуть время, чтобы заманить. Нужно действовать быстро. Что? В смысле, почему здесь? Это ж... Что происходит вообще? Ладно, окей, сейчас. Сейчас мы разберемся. Похож на большую шишку. Нашел? В каком состоянии? Мертв. Для больших шишек, как он, это временное состояние, к сожалению. Что Грин тебе сделал? Грин у тебя тоже в черном списке, да? Но это уже не важно, не так ли? Лучше обсудим то, чье тело лежит у тебя под ногами. Узнаешь его? Директор CPS из проклятого семейства, которое изобрело Ихарит. Его подпись стояла на документах в салоне. Он вместе с остальными придумал, как отобрать у бедняковых драгоценные тела, чтобы набить карманы богачей. Как по мне, это очередной дохлый мудак. Чего ты хочешь? У тебя есть уникальный шанс добиться справедливости. Десинхронизируй его. Выиграй для бедняков немного времени.
Как, он же труп. This is just his corpse. It's cold. The guy no longer feels anything. Shoot him through his Пристрели ему и Харид, чтобы он помучился в новом теле, а самое главное, перестал вводить новые налоги за аренду. He won't introduce more body my taxes God. so soon. It will take months. Пока он снова встанет на ноги, пройдут месяцы, может годы, и ты подаришь это время людям, которые так в нем нуждаются. Time to people who really need it. Я не знаю, я не... Ну... Ага, я не хочу, а если меня на... Это какой-то... Да, блядь. Может, мне этого не стоит делать. Не знаю, почему-то это вроде как звучит правильно. Ну, правильно, насколько это можно говорить правильно вообще в этом случае. Но в то же время как-то... Не знаю. You deserved it, motherfucker. Голос у тебя какой-то, будто ты мудак, честно. Ух ты, бой. What have I done? Джеймс, ты меня слышишь? Он вот-вот упадет, тебе надо выбираться. Ух, блин, хрень какая, жесть. Прыгай в свою чертову тачку, и Икар вот-вот рухнет, да, ясно. Good boy. Красиво. Мне понравилось. Не знаю, насколько это правильный вариант, точнее, ну, правильный, хороший, нехороший, и как повлияет на сюжет, но какая разница? Я поставил на кон свое не самое удачное тело и не прогадал. Меня ждала не смерть, а шанс раскрыть дело века. Все? Эй, комиссар, а вы слышали, что на Икаре продают виски со свинцом? Ничего я не слышал, особенно от тебя, потому что тебя там не было. Ага. Слушайте, я кое-какие доказательства нарыл. Все ниточки тянутся к Грину, даже не ниточки, канаты. Ты должен был мне отправить отчет по Грину, и все, точка. Так, слушай меня внимательно. Если кто спросит, мы с тобой со дня происшествия не общались. О, да ладно вам. Нет, я отстраняю тебя от дела. Конец связи. Ну, хамбец теперь. С чем... ладно. Где я? Вот же старый хрен. Зачем было отстранять меня от дела? Кто-то его подкупил. Он струсил, я сам виноват. Я сам виноват вообще-то, да. Он струсил, не уверен, а кто-то его подкупил, возможно, потому что, ну, он еще после первого раза, когда мы общались, после первого не дело этого челика, короче, неважно, он уже тогда как-то, ну, я не знаю, будто бы он немножко подкупной, возможно. Ну, типа, копы должны копы должны непредвзято расследовать и все такое. А он будто бы... Ну, будто бы предвзято. Короче, кто-то его подкупил. Есть вторая поговорка. Не знаешь, в чем дело, значит, дело в деньгах. Штайнер довольно честный мужик, но у каждого в этом городе есть цена. Я так думаю. Тут все ясно, от этого дела несет сильнее, чем от трупа, который 2 недели валялся в канализации. Так много жертв. Кто на самом деле за этим стоит? Имени его я не знаю, но уже могу сказать, что он за человек. Самопровозглашенный судья, испорченный богатый говнюк, мнимый революционер. Да блин, не знаю я. Испорченный богатый говнюк — это всегда отличный вариант, потому что, ну, стандарт, там, я не знаю, это, ну вот, я не знаю, классика это.
Короче, окей. Some depraved Какой-то испорченный, bastard богатый acting like говнюк, a которого аж bulldog, распирает so от денег, disconnected from the настолько rest of оторванный от humanity реальности, that что he считает can себя kill вправе убивать кого whoever he захочет по wants, настроению. whenever he feels like it. Ну, не прям так, но типа того, да. Верно. I try to stop thinking Я стараюсь about it перестать думать об этом, Try to back away, отступить, выбросить shut из it down. головы. for one simple По одной reason. простой причине. Я не могу подставить Сару, след простыл, приказ есть приказ. Я не могу подставить Сару, давай. Я не знаю почему. Это настолько же не имеет смысла на самом деле, и выбирать вариант «я не могу подставить Сару», насколько не имело смысла и то, что Сара начала чуть ли не с первого дела такая, типа... давай ты не будешь ничего делать, а иначе мне хамбец, я потеряю работу всей своей жизни, там все дела. И потом он такой, ой, да ладно, давай смотри, ты же видишь, тут какая-то херня. И она такая, блядь, ну ладно, давай. Ну, типа, я не знаю, она как-то быстро к нему согласилась с ним работать, как-то так. Ну, как по мне. И типа, я не могу подставить Сару, это тоже как-то, будто бы он переживает. Он такой живет, в душе не чает, кто это такая, он ее ни разу не видел вообще, она иногда просто с ним по телефону общается. Ну, я и обещала или не обещала? Да пофиг, не могу подставить Сару. Much as I like the Как бы idea мне of не тянуло throwing опуститься myself into в the самое city дно. of Если я это сделаю, то потащу за собой this, других. that, I'll drag other people Да. down with me. Не, хотя это имеет смысл. Sarah doesn't Сара этого не deserve that. заслужила. В какой-то степени. This city has Этот город disease. болен. Что-то гниет где-то глубоко под толщей серой стали и бетона. Под хищной ухмылкой неоновых огней засела инфекция. Of concrete and steel. Below the predatory grin of the neon lights, an infection has set in. It's like Это как если бы всем начали сниться одни и те же кошмары каждую ночь. night after night. I know the dream. Я знаю этот сон. От него я просыпаюсь в холодном поту с бешено колотящимся сердцем и криком, застрявшим в горле. Crack open. Scream locked in my throat. Что-то гонится за мной, когда я падаю, теряю контроль. Теряю контроль? Не знаю. Когда я падаю. Какая разница? Я не знаю, что тут выбрать вообще. Короче, пишите, что вы, если играли, выбрали, а если не играли, что бы вы выбрали сейчас на моем месте. Не знаю, мне не особо пугает вариант, когда я падаю, но почему-то он мне нравится. It's like somebody's Как будто кто-то chained a приковал ко мне fucking огромный boulder камень и to me скинул с обрыва. and shoved me off a cliff. Вот черт. Там были варианты, она мне снится, я страдаю, и мне нужна помощь. Но мне не дали выбрать. Паршивый денек сегодня выдался. Day. Lucky for me. К счастью, у меня есть то, что поможет его исправить. Виски. Another star. Еще одна ночь без звезд. Surprise there. Ничего удивительного, с таким уровнем загрязнения воздуха у нас все ночи без звезд. Starless. Один из самых дорогих ресторанов в городе. И с самыми крошечными порциями, которые я когда-либо видел. Позорище. Так. Опера. Убери пение и дерьмовый антракт посередине, лучше обычный дневной мыльный сериальчик. Фу, отвратительно. По ночам они вентилируют заводы на уровне земли, говорят, это необходимо. Необходимо еще сильнее загрязнять воздух. Сволочи. Жестко. Давайте на этом закончим. Я думаю, что это такое? Старина Z, мужик старой закалки, настоящий профи, починит любой аппарат. Если не будешь спрашивать, откуда он взял детали. Еще что-то, или я все осмотрела? Но я не вижу. Пока что. Ну,
Ладно, окей, давайте на этом закончим. Спасибо вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.